Привет, с вами Светлана, и вы на моем канале. Давайте посмотрим такую тему. Боится ли он вас потерять, да? Возможно, вы в разлуке, возможно, просто отношения непонятные, и вы не понимаете, дорожит ли вами мужчина, хочет ли он быть вместе с вами, кто вы для него, боится ли он вас потерять. Задумайте мужчину, загадайте. Чем лучше загадаете, тем больше вероятности, что это будет ваш расклад. Голос, походку, яркие моменты отношений, слова только те, которыми только он вас называл, да, вы прошепчите его имя, или мысленно произнесите, или под видео напишите, можете смайлик, сердечко поставить, цветочек, написать цвет глаз, цвет волос, обозначьте каким-то образом свое желание получить эту информацию. Итак, кто идет к нам? Покажись, мужчина, покажись той женщине, которая тебя загадала. Кто ты? Переживает чего-то ваш мужчина. В пятерке кубков находится. Пятерка кубков — карта сожалений, карта потерь. Что-то не получается, что-то не стыкуется. Планы есть, действий нет. Мужчине сейчас одиноко. Смотрим, кто он для вас, да? Потом посмотрим, кто вы для него. И если вы плохо знаете мужчину или ситуацию свою, ну, всякое бывает, да, то смотрите то, что касается вас. Если сходится, значит, ваше. Одиноко ему, а возможно, мужчина сам по себе одиночка. Вот знаете, он долго не может находиться в очень тесном контакте. Таких людей сейчас очень много. Переживает, злится. Нет, тут просто ему одиноко. Нет, не одиночка. Одиноко, яркий, активный, очень социальный такой король жезлов. Он, наоборот, должен быть в толпе, должен быть признан, должен быть на коне, должен быть в лучах славы. То есть такой яркий, активный, привыкший к вниманию мужчина злится, потому что, возможно, вы его не замечаете. Возможно, без вас ему одиноко, да, возможно, действительно и была какая-то ссора, напишите, что у вас. Да, ссора неожиданная, яркая. Ну, если он жезловый, то он может быть очень-очень вспыльчивый, и это очень может мешать отношениям. Огненный мужчина, да, хочу сейчас и немедленно. Всех, кто со мной не согласен, они мне враги, а не друзья, да, очень быстро загорается и очень быстро остывает. По натуре человек добрый, но вот эти вот вспышки гнева ему и эмоции очень тяжело, конечно, переносить, если близко с ним общаешься. Еще одну карту мне хочется вытащить. Ну, думает о вас. Вы далеко сейчас, вы не рядом с ним. Возможно, через интернет переписка. А возможно, просто думает о вас, да, вот опять ему неудобно, что он так себя вел, и не приведет ли его после вот эта выходка к тому, что закончатся отношения, да, переживает очень сильно, а не перегнул ли он палку, не приступил ли он какую-то черту, вот, да, вот, возможно, чувствует себя виноватым, и ему стыдно за то, как он себя вел. Тут такое тоже может быть. Что у вас? Ну, вы видите его мужчиной надежным, возможно, военный, все, кто носит форму, полиция, пожарные, спасатели, военные. Возможно, человек, который связан с бизнесом, тогда у него в подчинении есть люди, как руководитель. Может быть, судья, может быть, ну, что-то такое тоже может быть. То есть человек, прочно стоящий на ногах, умеющий принимать решения. Чаще от этого человека зависит решение. Врач может быть какой-то, главврач в больнице или просто врач, который принимает решения. Взрослый, серьезный, медлительный человек, такой, знаете, умеющий, думающий, умеющий принимать решения. Но не то, что он не тормоз, он просто все делает основательно, спокойно, никуда не торопясь. Каждый свой шаг он обязательно должен обдумать. Вот таким вы его видите, да? Но сейчас он находится вот в короле жезлов. Хочу все и сразу, вспылил, поругался с вами. Хотя я не знаю, что нужно. Если он действительно император, то императора очень тяжело из себя вывести. Хочет быть в этих отношениях. Да, вот как бы. И вы хотите, что вы рассматриваете его тоже. Вот, да, это ваши карты. Вы его рассматриваете как человека для долгих отношений. И хотите, чтобы эти отношения были
в общем-то, надолго были такими вот, которые по умеренности серьезные. Ну, не навсегда, но надолго. А может и навсегда, да. Все мы выходим замуж когда-нибудь один раз и навсегда, а потом получается, что есть еще несколько попыток. Ну, не у всех, конечно, но это такой сарказм, скажем так. Ну, в общем, вы его рассматриваете для серьезных отношений мужчину. Да, действительно влюблены, возможно, он заботится о вас. И, в общем-то, вы счастливы с ним. Но на данный момент, вот да, у вас ссора. Сложности, трудности. И какая-то дверь закрыта. Возможно, поругались из-за чего-то материального. Вы думаете, что он пожадничал. Возможно, мало времени уделяет вам из-за работы. Такое тоже может быть. И вы его к работе можете ревновать. Потому что эта карта еще трудоголика, человека, который много работает. Он может работать за двоих, за троих, да? И вы ему говорите, что учись перекладывать обязанности. Ты нерационально там используешь время. Тебе не хватает времени на меня. Вам хочется больше. Возможно, из-за этого ссора. Такое тоже может быть. Как вы видите ситуацию? Ну, для вас он постоянный мужчина, взрослый и серьезный. Он тоже любит вас. То есть тут хорошие карты. Да, последнее время что-то затормозились отношения. А вы хотите, чтобы он за вами ухаживал, чтобы он больше вам внимания уделял, чтобы он показывал вам, как он вас любит, да, чтобы вы чувствовали за ним себя, как за каменной стеной. А мужчина никуда не торопится. Возможно, проблема в том, что вы хотите, чтобы отношения перешли на новый уровень, а они никак не переходят, потому что император медлительный, в общем-то, у него отношения быстро никогда не развиваются. Хотя, как король мечей, жезлов, так и можно. Ну, что-то тут вот ваше представление о нем не соответствует действительности. Возможно, вы видите его не таким, какой он есть на самом деле. Или он хочет вам казаться не таким. В голове что у нас? Ну, вы знаете, да, вы ему очень нравитесь. Ну, то ли сейчас не время, то ли сейчас не место, то ли вот да, вот сейчас я там работу получу, машину куплю, дом построю, а потом буду на ней жениться, да, а пока мы будем встречаться. Ну, грядут какие-то перемены, и сейчас я не могу ей предложить ничего серьезного. Хотя бы для него его половинка, императрица. Но вот что-то есть, что мешает вот по колесу фортуны, по восьмерке кубков. Как бы вот серьезно, может быть, вы жить хотите вместе, а он не хочет. Может быть, вы замуж хотите, а вы просто живете вместе. Но мужчина говорит, не время, подожди. Что в сердце? Возможно, поэтому у вас и сомнения, кто вы для него, и боится ли он вас потерять, да? Что в сердце у мужчины? Ну, сейчас какие-то эмоции, злится, хочет все и сразу, хочет что-то решить, что-то не получается, связанное с работой. Возможно, отъезд, кому-то предстоит переезд, какие-то перемены, после чего полностью изменится, возможно, работа, возможно, еще что-то. То есть мужчине предстоит что-то, что, возможно, резко поменялись обстоятельства. И эти обстоятельства, как бы, ну, пока не способствуют. Но он очень хочет быть вместе с вами. Он говорит, подожди, ну потерпи, ну не злись. Все скоро изменится, и мы будем обязательно вместе. Ты же знаешь, что я тебя люблю. Нужно просто немножко подождать. Как-то так. Ну, давайте посмотрим, кто вы для него на данный момент. Хотя, опять же, император, императрица, очень хорошие карты, повторюсь. Тут отношения глубокие, сложные и не на один день. Если у кого-то, знаете, что-то несерьезное, это не ваш расклад. Тут просто женщина хочет, чтобы отношения вышли на новый уровень, а мужчина еще не решается пока, скорее всего. Возможно, вы устали ждать. Возможно, то одно, то другое, то пятое, то десятое. Сейчас все очень сложно. Кто вы для него? Любимая женщина. Он любит вас, девочки. Любит. Вы для него источник счастья, источник вдохновения, источник радости. То есть вы есть, больше желать нечего. Вы все, ну, то есть у него и все есть. Не хватало только вас, а теперь и вы у него есть. Он,
Действительно, вы для него очень важны. Боится ли он вас потерять? Давайте посмотрим. Да, конечно. Он хочет быть с вами на связи. Он хочет быть все время вас видеть. Он хочет все время вас слышать. Возможно, мужчина планирует от вас детей, кстати. У кого нет. Строит планы, дверь открыта, ничего не мешает. Я не знаю, чего вы переживаете. Тут нет ничего плохого, просто, возможно, временная ссора, а возможно, резко изменились какие-то обстоятельства, которые просто нужно пережить. Не сомневаться, а просто пережить. Да? Эти обстоятельства нужно пережить. Потому что мужчина хочет быть с вами, вы для него важны, вы ему нужны. Дверь открыта, и солнце. Ну, тут ничего плохого я не вижу. Ладно, для тех, кто поругался, разрыв это или пауза? Возможно, мужчина не отвечает сейчас на ваши звонки или еще что-то. Разрыв это или пауза? Хотя тут все и так понятно. Вот, сейчас он занят, ему не до вас. Какие-то бумаги, какие-то дела, очень срочные дела нарисовались, возможно. Нервная какая-то вокруг него обстановка, связана с работой или с финансами. Но это не разрыв, это пауза, скоро начнется новая полоса в ваших отношениях. Возможно, еще тут такая ситуация, что если очень сильно поругались, мужчине может быть стыдно, и он пока не готов. Он не знает, с каким лицом он к вам придет. Но он придет первый. Возможно, даже быстрее, чем вы думаете. И начнется новый этап ваших отношений. Напишите, почему поругались, если поругались. В чем у вас сомнения, потому что карты действительно очень хорошие. А я вам говорю всего хорошего. Пока-пока.